Друзья, всем привет! Ну что, если вы любители локальных моделей, то в вашем полку прибыло. Встречаем новый Bionic от LM Studio, продукт, который мы с вами уже кучу раз обсуждали на этом канале. Мы коннектили LM Studio к нашему Cloud-коду, к нашим другим оболочкам. И сегодня LM Studio выкатывает свою собственную оболочку. Естественно, они сохраняют свою ориентированность на открытые модели. В Bionic сразу доступны GLM-модели, Kimi-модели, естественно, все популярные модели, к которым мы так привыкли, пока использовали LM Studio. В Bionic очень много прикольных вещей добавлено сразу из коробки. Я сразу скажу, что здесь работает все не без багов. Я использую уже несколько дней эту оболочку, но релизы катятся буквально каждый день, поэтому много чего исправляется. Здесь по умолчанию доступен голосовой ввод, естественно. Сразу добавлен популярный MCP и возможность добавлять свой собственный MCP для того, чтобы ваш Bionic коммуницировал с вашими сервисами. И, конечно, уже всем привычный интерфейс выбора открытых моделей для того, чтобы вы могли добавить их себе в ваш LM Studio или Bionic, что почти одно и то же. И также они здесь сохранили оригинальную возможность из LM Studio поднимать небольшой сервер и обращаться к моделям, которые крутятся в Bionic извне, например, из ваших внешних оболочек, Cloud-кода, OpenClaw, Agent, конечно. Друзья, все ссылки, которые мы посещаем, например, на тот же Bionic LM Studio, будут в бесплатной телеграм-группе. Заходите, будете следовать по моим шагам. А если только стартуете в искусственном интеллекте, то не забывайте про нашу про-группу, залетайте. Здесь огромное количество материалов, есть мастер-классы по N8N, Cloud-код, Antigravity, куча других материалов, тоже ссылка в описании. Залетайте к нам. Из интересного сюда добавлена опция LM Link, то есть возможность коннектиться к моделям, которые крутятся на более мощных ваших устройствах из своих менее мощных устройств. То есть вы устанавливаете LM Studio на обеих ваших моделях, и после этого сможете обращаться к моделям, которые крутятся, допустим, на вашем более мощном сервере из своих менее мощных машин. Для того, чтобы получить доступ к мощнейшим открытым моделям, вам нужно будет создать аккаунт в LM Studio, потому что GLM модели и Kimi модели крутятся на серверах LM Studio, и вы можете получать к ним доступ, добавив кредиты на свой аккаунт, если вам это интересно. Если же ваши ресурсы позволяют, то вы можете развернуть Kimi модели, GLM модели на ваших собственных серверах и получать к ним доступ. У меня же сейчас на моем рабочем компьютере 16 гигабайт RAM, и это процессор Apple M1. Поэтому я скачиваю довольно маленькую модель от Google, Gemma 4, для того, чтобы проверить работоспособность всей этой системы. Да еще и потом подключить эти же модели для внешних оболочек. Из интересного, Bionic также работает в двух режимах. У него есть режим работы, режим кодирования. При создании проекта мы сразу указываем, в каком режиме мы работаем. Если мы создаем Work Project, то это что-то очень похожее на Cloud Cowork, место, где мы работаем с нашими документами, создаем, читаем, изменяем, удаляем. Если же мы создаем проект для разработки, тогда режим несколько меняется, и Bionic получает возможность выполнять различные баш-команды, терминальные команды для того, чтобы управлять нашим проектом и делать ровно то, что мы так привыкли видеть в Cloud-код. Итак, с чего мы начинаем работу с Bionic? На самом деле он похож на большинство оболочек, которые вы уже, скорее всего, знаете, и мы с вами обсуждали на этом канале. Здесь мы начинаем с создания проекта. Проект может быть создан для работы с документами, либо для разработки, как мы с вами только что обсудили. Давайте создадим новый тестовый проект. После этого мы должны выбрать модель, которой будем пользоваться. Если вы еще не скачивали модель, то мы переходим в настройки, потом на вкладочку Explore, и здесь видим все модели, которые доступны для скачивания. Так как у меня характеристики моего Mac позволяют запускать только маленькие модели, я себе установил Gemma 4 E2B. Для Mac имеет смысл скачивать, пробовать MLX формат, но на практике я замечаю, что разницы в скорости именно для моей конфигурации Mac довольно мало между GGUF и MLX. Вы скачиваете модель, которая подходит вам, выбираете ее в чате, и теперь вы готовы начинать уже коммуникацию с вашей моделью. Получаю довольно быстро ответ «Привет», спрашиваю, как твои дела, у меня все хорошо, готова помочь с вашими задачами. Веб-поиск в Bionic по умолчанию доступен только если вы засайнапитесь к себе в аккаунт. Давайте попробуем дать веб-поиск нашему Bionic, не учитывая аккаунт LM Studio. Для этого мы с вами переходим в наши MCP-серверы. Давайте добавим MCP-сервер Tavily. Нам достаточно перейти в документацию Tavily и понять, что наш MCP-сервер живет вот по этому URL, и нужно еще прокидывать API-ключ для того, чтобы доступ был разрешен. Мы переходим в настройки, на вкладочку Connected Apps, и здесь видим, что можно добавить кастомный MCP-сервер. Нажимаем эту кнопочку, и давайте дадим имя нашему серверу. У нас будет веб-адрес, потому что мы можем к нему постучаться. Вот этот веб-адрес из документации, и нужно прокидывать Access токен. Здесь нужно будет протестировать, можно ли прокинуть
access токен прямо здесь, либо нужно будет добавлять с помощью вот этой опции дополнительный хедер и прописывать здесь API-ключ и его значение. Возможно, Bionic сам для нас сделает это через вот это поле. Возвращаемся в наш Tavily дашборд, забираем API-ключ, возвращаемся в Bionic, вставляем API-ключ, добавляем MCP, возвращаемся на предыдущий экран и видим, что он уже подключен и есть 5 инструментов. Отлично. Пора вернуться в наш чат и спросить, видит ли наш агент MCP-сервер Tavily. На самом деле работает это не очень хорошо, потому что модель супер маленькая, и когда я спрашиваю, видишь ли ты MCP-сервер Tavily конкретный, она отвечает, что вообще ничего я не вижу в этом workspace, какие MCP ты видишь, я не вижу файлов с названием MCP в текущем рабочем пространстве. Но это на самом деле допустимое поведение для супер маленьких моделей. Давайте попробуем другую вещь. У нас же есть классная оболочка, в которой уже встроен веб-поиск. Давайте попробуем дать нашей оболочке доступ к этой модели через API-сервер, который сейчас уже работает, и он крутится вот здесь у нас. И так как мы знаем ID-шку нашей модели, мы можем попробовать приконнектиться к нашей LM Studio, но уже из другой оболочки, где есть необходимые инструменты. Давайте пробовать. Итак, что я хочу сделать? Я беру и-агента, который мы уже много раз с вами использовали, и хочу его развернуть в облаке. Разворачивается он очень быстро. Я себе придумываю название workspace, добавляю свой логин-пароль, нажимаю кнопку «Создать мой агент», и он моментально начинает создаваться. Я это делаю сейчас, потому что я просто не хочу морочиться с разворачиванием агента на своем сервере. У меня сейчас будет доступен мой агент по моему домену, и я захочу к нему подключить свои локальные модели, которые крутятся на моем локальном компьютере, несмотря на то, что сам агент будет работать удаленно где-то. Каким образом я это делаю? Здесь мы вводим наш логин-пароль, который мы с вами только что придумали, попадаем в агента. Здесь уже подключен агент AI, уже классные модели, но мы с вами уже определили, что хотим использовать модель, которая у нас в LM Studio крутится. Каким образом мы это делаем? Мы знаем, что модели в LM Studio, они OpenAI compatible, то есть совместимы, и мы можем просто их подключить откуда угодно. Так как наш агент крутится далеко, а наши модели крутятся на нашем компьютере, нам нужно с вами нажать кнопочку «Подключить своего провайдера», каким образом подключаться к нашей модели. У нас для этого есть отдельная вкладка, которая называется «Редактировать Custom Model JSON». Открываем ее. Мы видим, здесь уже прописан провайдер Agent AI, с помощью которого предоставляется доступ встроенный в агент. Нам он сейчас не нужен, нам нужен новый провайдер, который мы назовем LM Studio. Давайте разберемся, как же нам постучаться из нашего агента в наш LM Studio локальный. Для этого нам с вами понадобится сделать туннель. Мы с вами уже обсуждали вот в этом видео, каким образом делаются туннели, вообще что это такое. Если очень просто, то они служат как раз для цели, которая нам сейчас и нужна. У нас есть где-то далекий наш компьютер, сервер, в котором крутится агент, и у нас есть локальные ресурсы. Вот у нас есть LM Studio на нашем локальном компьютере. Если мы хотим, чтобы наш локальный сервис был доступен откуда-то извне, имеет смысл сделать тоннель к этому сервису. В Cloudflare есть специальная вкладочка Zero Trust, мы сюда нажимаем и здесь переходим на вкладку Networks, нажимаем ее. Здесь есть вкладка Туннели и Mesh. Здесь нам нужно будет нажать кнопочку «Создать новый туннель». Здесь выбрать первую опцию, назвать наш туннель, давайте назовем его Agent, сохраняем тоннель. Здесь сразу написано, какая у вас операционная система. У меня Mac, соответственно, здесь есть инструкция для Mac. Если у вас другая операционная система, выбирайте для себя. Я выберу самую нижнюю опцию, запущу тоннель только на время жизни сессии терминала. Просто нажимаю команду, открываю терминал, вставляю. И мы должны дождаться, что коннектор у нас появится. Вот он у нас появился, все, и статус connected. Коннектор живет. Нам теперь нужно его настроить так, чтобы он смотрел на сервер нашей LM Studio. Сабдомен, давайте LM. На домен я его прикручу на Ishinka Pro. И дальше нам нужно выбрать сам сервис. Здесь тип HTTP, и мы знаем, что наша LM Studio крутится на localhost 1, 2, 3, 4. Если мы перейдем в нашу LM Studio, я, кстати, запустил LM Studio вместо Bionic, потому что он помедленнее работает, но сама настройка локального сервера происходит идентичным образом. Здесь мы видим как раз, где крутится наш сервер. Так как мы открываем это все в интернет, имеет смысл нажать на сеттинги сервера, здесь нажать на менеджмент токенов, и здесь создать новый токен. Назовем его test2, create токен. И вот он у нас тут прописывается. Обязательно сейчас его сохраните, потому что больше вы его увидеть не сможете. Возвращаемся в Cloudflare, нажимаем Complete Setup. Отлично. И у нас говорит, что агент у нас в статусе healthy, здоров. После того, как мы с вами создали наш ключ, убедитесь, что здесь отмечен свитчер Require Authentication. Соответственно, теперь наша LM Studio будет просить API-ключ для доступа к своим мощностям.
Итак, теперь у нас по сути все есть. Мы возвращаемся в наш агент, в настройки, скроллим вниз до дополнительно редактировать custom models JSON, и здесь мы прописываем следующие вещи. Туннель у нас уже есть, мы его прописываем сюда, не забываем V1. Это OpenAI совместимый провайдер, API-ключ именно в этом формате. Мы его только что задали в наше LM Studio, прописываем сюда. Вот эта штука специфическая. Некоторые тоннели не пропускают запросы, если они от ботов. Вот этот хедер поможет нам, если наш тоннель захочет заблокировать наш запрос к себе, поэтому прописываем здесь такое. Ну а дальше ID нашей модели, он у нас есть, input текст и image. ID модели мы берем у нас в LM Studio, он прописан прямо здесь. Теперь поднимаемся вверх, видим опцию провайдеры, соответственно нажимаем и видим, что у нас тут уже есть провайдер LM Studio, выбираем его, API-ключ мы уже вписали в нашу конфигурацию, и здесь модель единственная доступная, выбрали, сохранили модель, нажимаем новый чат, и пишем «Привет». Видим, как модель наша думает. Идем в LM Studio, в логи. Видим, что наша обработка уже началась, и генерация токена, и уже стримится уже все прилетело. Заметьте, у меня компьютер довольно слабенький, модель маленькая, но ответы стримятся быстро. Давайте проверим, насколько круто она может в нашей оболочке вызывать инструменты. У нас довольно много инструментов. Можно попросить создать, например, новый проект. Я говорю, сделай новый проект футбол. Отсылаем. Сейчас должен вызваться инструмент, который позволяет создавать новые проекты. Видим, что инструмент вызывается Create Project, и у нас уже появляется проект футбол. Отлично, наша крошечная моделька умеет работать с инструментами, вызывает их и, в принципе, отрабатывает нормально. Проект создан, что ты теперь хочешь сделать? Я говорю, заскакивай туда, нажимаю Enter, и теперь мы должны переключиться в проект, потому что у нас есть инструмент Switch Projects. Вызывается проект Switch Projects, и отлично, он говорит, что сейчас мы перескочим в искомый проект. И вот мы в этом проекте, новый чат. Давайте проверим, как у нас работает из коробки наш веб-поиск. Я говорю, посмотри в вебе, кто выиграл последний чемпионат мира по футболу 26 года. Кстати, забыл сказать, я вот эту конфигурацию прикреплю себе в бесплатную Telegram-группу, для того, чтобы, если вы настраиваете доступы к вашему агенту для локальных моделей, то у вас был бы шаблончик для этого. Тем временем возвращаемся на нашу сессию. Да, видим, что на наш вопрос был вызван Web Search нашей маленькой моделью. И согласно информации, найденной в сети, Испания выиграла последний чемпионат мира по футболу, обыграв Аргентину со счетом 1-0 в дополнительное время, что является корректной информацией. Круто, то есть наша реально маленькая моделька классно вызывает инструменты, довольно быстро все отрабатывает, да еще и крутится на нашем локальном компе в тот момент, когда агент крутится где-то далеко. Ну что, обязательно пробуйте новые инструменты от LM Studio, пользуйтесь тоннелями, пробуйте агент, а я с вами прощаюсь, до новых встреч.